Всем привет, с вами Fotar.ru, меня зовут Илья, и сегодня у нас на обзоре новейший ноут от компании MyBenben, это X16F. Бренд, скорее всего, не всем из вас будет известен, однако он официально представлен на территории России, а наш сегодняшний герой обладает топовыми характеристиками за абсолютно бюджетный ценник. Интересно, насколько пригоден этот ноут на практике для решения ресурсоемких задач, в том числе обработки фото и видео. Сейчас будем разбираться. Погнали! Давайте коротко поговорим о главных характеристиках этого девайса. Здесь установлен довольно мощный, хоть и не самый топовый процессор от компании AMD, это Ryzen 9 8 поколения. Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti с 12 гигабайтами оперативной памяти. SSD здесь емкостью 1 терабайт, есть дополнительно второй свободный слот, куда также можно установить планку и организовать RAID массив 0 либо единица. Это действительно очень круто, но есть определенные нюансы, о которых я расскажу чуть позже. Оперативка здесь 32 гигабайта DDR5 с возможностью расширения, есть свободный второй слот, можно самостоятельно расширить и не потерять гарантию, это важно. На торцах присутствует целых 5 USB разъемов, 3 Type-A 3.2 первого поколения и 2 Type-C 3.2 второго поколения с поддержкой DisplayPort и Power Delivery 100 и 140 Вт. Ну и конечно же присутствует полноценный HDMI 2.1 и DisplayPort версии 2.1. Есть разъем комбинированный для наушников и микрофона и RJ45 для подключения к сети, что тоже неплохо. Дисплей здесь 16 дюймов, соотношение сторон 16:10, это очень комфортное соотношение. Разрешение 2560 на 1600 пикселей, детализация тоже на высоте и невероятная частота обновления, это 300 Гц, то есть глаза во время работы уставать не будут, ну и конечно же геймеры должны оценить эту характеристику. Но более подробно о дисплее мы поговорим чуть позже в отдельном разделе. Касаемо внешних характеристик, ноутбук причислен к игровой серии Extreme Tsunami, однако в дизайне это не угадывается. Он сделан достаточно сдержанно. Вес 2,3 кг, толщина от 21 до 33 мм. В целом это немного для такого ноутбука, для его характеристик. Верхняя крышка изготовлена из магниево-алюминиевого сплава, и если придираться, то мне не совсем нравится, как сюда, извините, влепили просто логотип. Создается ощущение, что он просто сюда приклеен. Понятно, что это бюджетное устройство, но оно все равно дорогое, и хотелось бы как-то более внимательного отношения к таким деталям. Но все-таки немного портит общее впечатление о ноутбуке. Но зацикливаться на этом не будем. Внутри топ-кейс, нижняя крышка — это пластик. Пластик качественный. Вообще хочу сказать, что сборка здесь на высоте. Все-таки это китайский бренд, не очень известный бренд, и ожидаешь, да, что здесь будет что-то скрипеть, дребезжать, либо прогибаться. Нет, все сделано действительно очень качественно, толстый пластик. Клавиатура здесь полноразмерная, есть дополнительный цифровой блок, есть RGB подсветка, но она без переливов. Знаете, как от клавиши к клавише бывает переливается, как правило, в игровых ноутбуках так реализовано. Нет, здесь этого нету, подсветка однотонная, но цвета можно настроить. Мне на самом деле так больше нравится. Есть большой тачпад с неплохой чувствительностью, но опять же, как обычно у Windows ноутбуков, тачпады здесь не очень качественные. Рамки вокруг дисплея достаточно тонкие, есть удобный выступ, чтобы открывать крышку. Вы видите, открывается одной рукой, ничего придерживать не нужно. И есть веб-камера, достаточно посредственная веб-камера 720p, но зато с физической шторкой, которая закрывает камеру. Полезная вещь для тех, кто заботится о своей конфиденциальности. Распознавания лица и сенсора отпечатка здесь нету, но я думаю, это не критично. Опять же, это позволяет сэкономить на общей стоимости устройства. Ну а теперь давайте посмотрим, как все это железо работает на практике. Я тестировал ноутбук, подключая внешний монитор 27 дюймов 4К. Железо позволяет, поэтому ни в чем себе не будем отказывать. Касательно производительности диска, касательно его скорости, это 4200, даже чуть больше в пике, мегабайт в секунду на запись и чтение. Диск очень быстрый, позволяет нам работать практически со всеми видами контента, ну вот за исключением 12К 24-60 кадров в секунду.
секунду в H265, а так 8К без проблем в любом формате этот диск тянет. Что же касается USB, то Type-C нам дает более 800 мегабайт в секунду. На записи чтения, к сожалению, здесь нет Thunderbolt и USB 4, увы, но не забываем о бюджетности этого устройства. USB Type-A дает скорость в районе 400 мегабайт на запись и чтение. Здесь показатели, к сожалению, не очень хорошие для USB 3.2 первого поколения, скорость могла бы быть и повыше. Тестировал я с картой Delkin Devices достаточно скоростной CF Express Type-A, который без проблем тянет запись 7К RAW видео на Canon R6 Mark III, но на самом деле этих скоростных показателей вполне достаточно для работы и с фото, и с тяжелым видео во время монтажа. То есть мы спокойно подключаем сюда диски, монтируем непосредственно с диска. Никаких тормозов, никаких проблем во время работы вы, скорее всего, не встретите. Ну а если говорить о более практическом применении скорости USB, то копирование папки из 100 файлов разрешением 100 мегапикселей, общий вес этой папки порядка 20 гигабайт, то через Type-C копируется за 30 секунд, через Type-A за 58 секунд. Это достаточно быстро. Опять же, повторюсь, было бы здорово, если бы здесь был Thunderbolt либо USB 4, скорости были бы еще выше. Тем не менее, все работает достаточно быстро. И важно отметить, что процесс копирования происходит без каких-либо просадок в скорости, что на Type-A, что на Type-C. Касательно работы с фотографией я не стал сильно углубляться, провел только стандартные тесты, убедился, что все хорошо, все быстро, железо мощное, поэтому по-другому здесь быть и не должно. Импорт 100 файлов, RAW файлов разрешением 100 мегапикселей в Capture One занял всего 32 секунды, это очень быстро. Касаемо всяческих автоматических масок искусственного интеллекта, они работают здесь очень быстро, мгновенно все просчитывается, то есть здесь действительно проблем никаких нету. Экспорт этих же 100 RAW файлов в полноразмерный JPEG занял всего 58 секунд, это невероятно быстро. Напомню, что это 100 мегапикселей, каждый RAW файл весит порядка 200 мегабайт и экспортируется, получается, меньше, чем за 1 секунду. Относительно системы охлаждения во время работы с фотографией она практически не шумит, скажем так, немножко шепчет, но во время экспорта заводится на полную до уже таких некомфортных значений, но поскольку экспорт происходит достаточно быстро, я не считаю это каким-то критичным минусом. Ну и в контексте работы с визуальным контентом, конечно, важен дисплей. Здесь установлена IPS-матрица, 16 дюймов, матовое покрытие. Работать с таким дисплеем очень комфортно, действительно он не бликует, то есть это не такое матовое покрытие, когда сюда, если какой-то источник света попадает, то вокруг него образуется ореол и ничего не видно. Нет, здесь все с этим хорошо, углы обзора хорошие, но касательно цветопередачи, здесь чудес ждать не стоит. Производитель заявляет стопроцентное покрытие sRGB по нашим измерениям. Все так и есть, никакого P3 вы здесь случайно не найдете. Касательно градации тонов, все в порядке. Яркость в пике достигает чуть более 600 нит, это в целом неплохо, но есть проблема с точкой белого, она немного пляшет в зависимости от уровня подсветки. Также есть проблемы с равномерностью освещенности. Определенные отклонения в нижней части дисплея, мы видим отклонение 14-10%, это, не очень хорошо, но опять же с этим работать можно. В цветопередаче мы видим довольно сильное отклонение в диапазоне 1F, но такое отклонение практически у всех дисплеев ноутбуков. Здесь ничего такого сверхъестественного. В остальном все цвета, практически все цвета, это ниже дельта E1, и это очень здорово. Общий анализ монитора нам выдает 4,5 балла. В целом, да, однородность яркости, с ней проблемы, точка белого немного пляшет, но если работаем, то работаем обычно на максимальной яркости, и в целом, если мы работаем с визуальным контентом, то удобнее всего это делать с внешним монитором, который вы можете настроить под себя, откалибровать под себя и наслаждаться качественным цветом. Ну а теперь давайте поговорим, на мой взгляд, о самом интересном. Это работа с видео, работа в DaVinci Resolve. И в этом контексте мне было интересно понять, есть ли здесь тротлинг, потому как видеокарта здесь очень мощная. Она выделяет до 140 Вт тепла. Это невероятно много. И, соответственно, насколько здесь эффективна система охлаждения, потому как если она не справляется, то BIOS будет ограничивать систему, ограничивать производительность видеокарты. Совсем недавно я для себя открыл
интересный бенчмарк Puget Bench. Он тестирует Photoshop, After Effects, Premiere, Lightroom и DaVinci и показывает определенное количество баллов, которое набирает каждый ноутбук. После измерений мы получаем не только определенную цифру в попугаях, но и конкретные данные о том, с каким видео этот ноутбук может работать. Во время тестирования в Puget Bench я также включал мониторинг и смотрел на перегрев, смотрел, есть ли тротлинг, есть ли ограничения по производительности, насколько разгоняется видеокарта. По результатам тестирования ноутбук набрал 7215 баллов. Это сравнимо с производительностью M4 Pro в минимальной версии. Это достаточно неплохо, с учетом того, что этот ноутбук стоит дешевле, чем MacBook M4 Pro. В общем, это хороший уровень монтажной машины, 4К монтаж, цветокор, работа с кодеками 265, 264, RAW видео, ProRes рендерятся существенно быстрее своего реального времени, так что даже длинные 4К проекты и мультикамерные таймлайны ноут тянет с большим запасом. Узкие сцены начинаются в самом тяжелом шумодаве, сложном Optical Flow и нагруженных Fusion сценах и 3D. Здесь уже чаще придется использовать кэш и предварительный рендер. Но не будем ограничиваться исключительно искусственными результатами каких-то бенчмарков. Я запустил сейчас проект, это обзор Canon R6 Mark III, который мы недавно выпустили. Здесь достаточно объемный монтаж, и во многих шотах, особенно на биролах, у меня применен Optical Flow практически в максимальном качестве. И смотрите, воспроизведение сейчас происходит без проблем, никаких тормозов, никаких фризов. Монтировал я этот проект на M1 стандартном MacBook Pro M1 с 16 гигабайтами оперативной памяти. Было сложно, но я справился, и вот эти вот шоты у меня не воспроизводились совершенно. Действительно, машина здесь очень мощная, все грузит без проблем. И здесь много шотов было сделано на сам R6. И смотрите, это 7К RAW видео, 25 кадров, OpenGate. Здесь уже подтормаживает система, но воспроизводится, конечно, с тормозами. Опять же, на моем M1 не воспроизводилось совершенно, и вы слышите, сейчас заводится достаточно сильно система охлаждения. Я долго крутил этот проект на этом ноутбуке, включал мониторинг, на перегрев, никакого тротлинга не было. Система охлаждения здесь достаточно хорошая. Ни процессор не перегревается видеокарта. Действительно здорово. И если говорить о рендере, то вот этот проект длительностью 30 минут, почти 30 минут, при первом тесте занял у меня целый час, и меня немного удивило, потому как на моем M1 он рендерится за 45 минут. Очевидно, что разница в железе здесь большая. Конечно, я знаю, что M1, в принципе, MacBook'и, они более оптимизированы для работы с визуальным контентом, и тем более для рендера видео. Но потом я увидел то, что я пропустил пункт кодер. Здесь он у меня стоял в режиме авто. А если выбираем NVIDIA, то вот этот проект у меня уже отрендерился за 20 минут. То есть быстрее, чем реальная длительность этого проекта. Это действительно очень здорово. И если сравнивать напрямую, то я сюда пробовал поставить рендер 7К RAW видео длительностью 27 секунд. Рендер этого видео занимал у меня 27 секунд. На моем M1 он занял 3 минуты. То есть разница здесь существенна и очевидна. Во время рендера я также запускал мониторинг системы, смотрел за центральным процессором, графическим процессором. Во время 20-минутного рендера температура не поднималась у графического процессора выше 72 градусов, но это было в пике. Постоянная температура, средняя температура, она немного ниже. У центрального процессора максимальная температура доходила до 97 градусов. Это уже предел, то есть уже вот-вот может случиться тротлинг, но его не произошло. Это был пик. Очень быстро система охлаждения отработала, опустила температуру процессора, и все продолжилось. То есть никаких ограничений в системе не произошло. Но здесь я хочу еще поговорить об одном. Система шумит достаточно серьезно. И не только во время рендера, но и во время просто работы с видео в DaVinci. Я использовал для измерения какое-то приложение для iPhone. Понятно, это не эталонное измерение, но вот на расстоянии того, как я сижу, по измерениям этого приложения шум достигал 70 дБ. Это достаточно много, и если вы планируете заниматься какой-то, скажем так, звукорежиссурой, либо эквализацией звука, обработкой звука более точной, да, нежели просто мониторинг речи, то вот таких вот мониторов, допустим, как у меня,
с такими мониторами уже работать не получится. Даже если вы сделаете прям супер громко, все равно система будет вмешиваться в чистый звук, поэтому если планируете работать со звуком, то, конечно же, лучше использовать наушники. Но, опять же, повторюсь, система охлаждения здесь эффективная, да, она шумная, но не ограничивает производительность этого ноутбука, и вы не переплачиваете просто за характеристики, как часто это бывает в других ноутбуках. Вы покупаете там какой-то мощный процессор, мощную видеокарту, но в процессе работы происходит перегрев, ограничение производительности, и получается так, что вы просто переплатили за какие-то цифры в характеристиках, а по факту вы их не получаете. Здесь такого не происходит. И еще я не удержался и в итоге раскрутил этот ноутбук. Мне очень хотелось посмотреть, что там внутри. Есть два больших кулера, несколько тепловых трубок, все собрано очень качественно. Мне очень понравилось то, что каждый отсек с диском и оперативная память, они защищены специальными кожухами. Все это на винтах, сборка действительно очень качественная. К слову, бренд оперативки здесь Micron, это известный производитель, а вот бренд SSD это YMTC. Это не самый известный бренд, но он себя давно зарекомендовал и набирает сейчас популярность. В целом по производительности, да и по тестам, которые вы видели, SSD-шник вполне себе неплохой. И, собственно, почему я еще раскрыл ноутбук, я до последнего надеялся, что в характеристиках ноутбука печатка, ведь там указана возможность создания RAID массива. Тем не менее, два разных слота Gen 4 и Gen 5. Я думал, что там два слота Gen 5 дополнительных, свободных, но нет, он оказался один. Gen 4 и Gen 5 это два разных слота, поэтому если объединить их в RAID массив, то работать он будет на скоростях Gen 4. Это важно учитывать. И также здесь вы можете увидеть литий-полимерную батарею 80 Вт-часов. Заряжается она от комплектного адаптера мощностью 280 Вт. Заряжается за 100 минут. Также есть поддержка 100-ваттной зарядки по Type-C. Это невероятно удобно, если вы едете в какое-то там условное путешествие, вам не нужно тащить с собой блок питания. К слову, он не такой уж и большой, достаточно компактный, но тем не менее 100-ваттная USB Type-C зарядочка будет весить и занимать место немножко меньше. Касаемо автономности, стандартный тест, который я обычно провожу с ноутбуками, это просмотр видео при 30% яркости в режиме экономии энергии. Здесь ноутбук продержался 3,5 часа, это достаточно неплохо для такого железа и для такого большого дисплея. Что же касается более практического применения, мы снимали в студии, когда снимали обзор, опять же, R6 Mark III, снимали в студии порядка 2 часов, была подключена камера к ноутбуку, она питалась и дисплей был на максимум, работал Capture One, залетали постоянно фотографии, так вот в этом режиме ноутбук сел приблизительно на 70% за 2 часа. Это тоже достаточно неплохие показатели для такого железа. В заключение хочу сказать, что изначально я был настроен достаточно скептически к этому ноутбуку, но в процессе тестирования мое мнение кардинально поменялось. Действительно, хорошее производительное железо, которое не ограничено возможностями системы охлаждения, никакого тротлинга нету, отличное качество сборки как снаружи, так и внутри. Есть свободные слоты для расширения оперативной памяти и постоянной памяти. Да, конечно же, существуют и минусы. Опять же, система охлаждения, она хороша, но она очень шумная, и в определенных сценариях она мешает работе. Конечно, хотелось бы более скоростные порты Thunderbolt и USB 4, ну и в целом, чтобы побыстрее были USB Type-A. Сейчас они выдают не очень хорошую скорость. Ну и для кого актуально, это веб-камера, здесь она тоже не очень хорошая. В остальном это отличная машина для выполнения серьезных задач, требовательных к производительности, в особенности это работа с видео. Действительно, мне в этом контексте с ноутбуком понравилось работать. Как мне кажется, это отличный ноутбук за свои деньги, без переплаты за логотип. А вам спасибо за внимание, надеюсь, это видео было для вас полезным. Если так, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, заходите к нам в телеграм-канал, там много чего интересного. И до новых встреч. Всем пока!